Ближе к вечеру заработали мозги. Я нашел рядом вот такие вот блоки. Правда, я их, можно сказать, стащил. Они там рядом с домом с каким-то заброшенным были. И соорудил себе вот такую вот печь. Собственно, сверху бамбук сушится. Он там немножко подогревается. То есть слегка. А вот уже потом я буду совать вот в эту дырочку. Там видно огонь. Вот, видно, что огонь. И вот эту дырочку я буду вот так вот совать бамбук на шомполе, на металлическом. Сделал поддувало у печки. Все как полагается. Вот здесь вот у меня вот такой вот поддувало. То есть ветер, когда дует, вот в эту щель задувает. Ну а вот здесь у меня ложатся дрова. Видно, да? Вот так вот. Видно. Ох, оттуда какой жар идет. То есть весь жар, он остается там. И можно сказать, бамбук будет равномерно сушиться. Вот мечта каждого бамбука-сушильщика. Вот так вот сушится у меня все почти разом заготовки бамбука. Вот они уже сейчас все кипят, за исключением большой, который я вот только что положил. Вот, и рядышком греется масло. Оно тоже практически сейчас нагрелось до максимальной точки кипения. Вот. С торца, соответственно, влага удаляется немножко медленнее, но тем не менее потихонечку удаляется. Я вижу, что такой процесс сушки, то есть под жестью, он гораздо плавнее. Дров я затрачиваю, ну, как в самом начале положил, вот так она и томится на углях. То есть эти вот дрова, которые я вот, не знаю, вот это дерево, я еще посмотрю, узнаю, что это за дерево толстое. Это я его немножко поджег, потом подпилил, потому что так его не спилишь. У меня пила маленькая. Вот такая вот походная пила, которой практически складной. Много чего не упилишь. То есть ее сложил, в карман положил, и да, в принципе, хорошо, удобно. Но так, чтобы пилить ей вот именно вот такую толщину, то есть вот я руку положил, да, видите, такая толщина южной породы, это нереально. Поэтому я пережег, отпилил, и даже вот такой вот маленький кусочек я пилил минут, наверное, 15. Хотя тут всего ничего. Вот. И вот таких вот дров я парочку положил сюда после сосны. Это они просто горят. И вот это вот под жестью все томится. Надеюсь, процесс у меня будет очень плавный. Вот сейчас уже видно, что флейты, хотя и зеленые, но они уже начинают желтеть. Я буду сейчас аккуратненько следить за ними. И, собственно, когда я предполагал, что вот в эту дырочку я буду совать на прямой огонь флейту, сейчас я практически не сую. Вот это вот последняя флейта, которую я так сделал. Вот, и она не до конца вот из желтой на зеленую перешла, и все, я... А так она очень, скажем так, как бы это все показать. Она немножко такими пошла полосочками, вот эти полосочки, может, и заметно. И я не знаю, то ли это маленькие трещины внутри пошли, то ли она так быстро усыхать начала. Я перешел уже к такому вот варианту. Мне он показался
интереснее. Вот. Поэтому сейчас вот процесс сушки именно таким образом идет. Они и все сразу одновременно, мне только как шашлыки переворачивать, сушатся. И, собственно, я наблюдать успеваю за каждой. Тогда как на огне буквально секунда, ты зазевался и все. У тебя уже там черное. Вот такой диванчик, я сейчас на нем пока не отдыхаю. А вот я пережег. Видно, да? Пережег. Ну, вот то, что черное здесь, это срежется, это не страшно. А вот эта вот штучка, это ее на светлом видно. На светлом рваном диване. Вот здесь вот это все пережег. Ну, в принципе, это тоже ничего страшного. Я так прям быстренько снял. Все это будет нормально. Но, тем не менее, как говорится, на ошибках учимся. И сейчас вот они шипят, родимые. Доходят именно вот все. Я просто слежу. И коротенькую я разместил. А потом, когда я посмотрю, что максимально высохли, то есть это будет видно по цвету, вот, то буду макать их торцевыми концами, корнем и стеблем. То есть я буду макать их в льняное масло. После этого практически остается ждать, пока они естественным образом сами высохнут. Сколько это будет, сказать точно не могу. Так что вот так вот. Итоги моей работы. Заканчиваю маслением. Масло вот вытекает и сразу горит, потому что я раскочегарил подпоследок по полной. Под жестью у меня полная жесть. И вот бамбуки, которые я обжарил, видите, что кое-где я пережарил, но в основном все хорошо. Вот эти два сейчас только были в масле, я их вытащил. Вот еще раз показываю. Масло кипит, бамбук кипит, варится. Есть у меня с торца небольшие трещинки. Вот я здесь показываю, видно, что есть трещинка на бамбуке, который с конца обожжен таким вот колечком огненным. Так, и в общем целом я удовлетворен своей работой. Очень хочется пить, потому что ту воду, которую я с утра выпил, ее вообще не хватило. Организм весь пересох, огнем еще остальное высушилось. Я, в общем-то, в целом истощен, но доволен. Сейчас пойду на съемную квартиру. Вон она где-то там внизу. Там же море. Выпью воды, искупаюсь, приму душ. И, в общем, в целом сегодня день закончился у меня. Вот такая вот история с бамбуком.